Это худшая книга из всех мной прочитанных. Это ужасно, серьезно. Доброго времени суток, на связи Селеста, и сегодня мы с вами поговорим о вот этой книге. Ну что ж, не буду долго затягивать, давайте начинать. У нас есть главная героиня Катя Карпова, которая учится на 2-м курсе университета и которая на 1-м же курсе познакомилась с Ромой Быковым. Самый отбитый парень во всем университете. И наша главная героиня, поступив на 1-й курс, сразу же в него влюбилась. Но не будем переходить к спойлерам. Давайте лучше обсудим все-таки 1-ю главу, где все шепчутся о том, что Катя и Быков расстались. И Кате не нравится слушать все это, все эти слухи, особенно от Тани и Нелли, которые постоянно ее принижают, скажем так. И поэтому, встретив в коридоре первого попавшегося, конечно же, симпатичного парня, она просит его подыграть ей. Они мило щебечут, и она целует его в щеку, после чего уходит на пары. В конце дня, на последней паре, она узнает, что, оказывается, это не просто так незнакомый какой-то парень, студент. Это ее новый преподаватель по информационным технологиям, всякое такое, сайтостроение. Ну, вы понимаете, да? У меня особо лежит к душа к этому. И у меня будут комментарии по этому поводу. Так что ждите, конечно. И зовут его Дарий Викторович Дорохов. И Дарий не промах. Он знакомится со всеми, со всей группой и оставляет нашу главную героиню наедине с собой, говоря о том, что надо бы извиниться за содеянное. Но Катя, посчитав, что ничего такого не сделала и просто попросила его о помощи, тем более она не знала, что это ее новый преподаватель, не хочет извиняться перед ним. Однако Дорохова это не волнует, и он запирает ее в кабинете до того момента, как она не извинится. На что наша Катенька вынуждена извиниться перед ним. После всего этого бардака Катя выходит одеваться, чтобы пойти домой, но встречает Нелю и Таню, вот этих вот двух стерв-сплетниц, на что они спорят друг с другом, и Катя заявляет о том, что через 2 месяца Дарий будет ее парнем. После всего этого рассказывается трогательная история о любви Быкова и Карповой. Ну вот как раз-таки эти спойлеры, которые я давала раньше, воплощаются в жизнь. И главная любительница тропа «От ненависти до любви» встречает на лестницах на лестницах университета самого отбитого парня на всем свете в окружении девочек, парней, и понимает, что да, это он, это тот самый, которого я завоюю, который будет со мной до конца моих дней и будет делать для меня все, что угодно. У меня нет комментариев по этому поводу, потому что троп «От ненависти до любви» хорош только в книгах. И даже в этой книге он ужасен. Ну, перейдем к следующему. Карпова вместе со своим другом Антоном Одинцовым бухает жестко на своей квартире, говорит, что очень скучает по бывшему, и даже если он сейчас вернется, она не сможет ему отказать и будет встречаться с ним и дальше, хоть и понимает, что это неправильно, ведь он ей изменяет каждый раз. Простите, пожалуйста, за мою эмоциональность, но я не могу рассказывать об этом иначе, потому что вот эта вот ненависть, любовь меня очень вымораживает, хоть я и любительница такого сеттинга. Это другой случай.
Может, я просто, переросла это, я не знаю. Но это все равно очень ужасно. У меня от всего этого выпал пирсинг, простите, пожалуйста. Так вот, они обсуждают отношения. Нашелся. Катя и Антон обсуждают отношения бывшей главной героини. Она говорит, как страдает по нему. На своей съемной квартире Катенька вместе с Антоном решает спалить в ванной свое платье. После чего побойка успешно завершается, и нас переносят на следующий день, где Катя, естественно, страдает по своему бывшему и пишет ему насчет того, чтобы забрать свои вещи. В этот момент приходит Дарий и говорит создать суперкрутой сайт, работающий такой, по своей теме. Я прошу прощения, но извините меня, здесь учатся на журфаке, как я поняла, или что-то вроде того. Я учусь, доучиваюсь на информационные системы и программирование. То есть это все связанное с программированием, сайты, программы, всякое такое. Создать сайт — это нелегко, если это не какая-нибудь там Тильда или Фигма, где не надо вообще писать код, и ты просто делаешь дизайн. Но он говорит создать рабочий сайт со всеми этими приколюхами, чтобы кнопочки, все это. Даже если дать методичку там какую-нибудь, то извините меня, конечно, но там не разбежаться в этой методичке. Или насколько она там, на 1000 страниц? Чтобы каждую кнопочку объяснить, каждую строчку кода. Я не понимаю, почему люди считают, что программирование — это так легко. Может, это у меня, конечно, так тяжело, хотя я ходила на курсы сайтостроения и была лучшей на этом курсе. Не побоюсь этого слова, потому что я сдавала все работы первая. И, в общем-то, даже успешно. Но давать студентам, которые вообще никак не связаны с программированием, которые, разбираются только в соцсетях, это глупо, как мне кажется. Может, реально, конечно, на журфаке что-то такое дают, но мне кажется, это добавление от автора совсем неуместное. Просто чтобы добавить этого преподавателя молодого. Серьезно, это очень вывело меня из себя. Катя с Антоном следят за Дарием, выясняют, где он живет, и Катя переезжает в соседнюю квартиру. Катя ревет, разбирает вещи, смотрит сторис бывшего. И все это замечает Дарий, потому что у них окна находятся, напротив. Но не факт. Катя в отсутствии еды решает сходить до продуктового магазина, но видит, как туда же идет Дарий, и чтобы не столкнуться с ним случайно в этом облачении, совсем не настроенном на совращение, она идет в алкогольный маркет. Берет там мясную нарезку, сыры и, конечно же, алкоголь, который ей не продают из-за того, что паспорт она с собой не взяла. Но тут ее героически спасает Дарий, покупает этот алкоголь, но говорит: нет, 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 деточка, это тебе рановато. Но после того, как они возвращаются в свои квартиры, он приносит ей открытую бутылку вина или шампанского, я уже не помню, на что она в ответ говорит: о, спасибо, и вручает ему небольшую порцию нарезки, которую покупала в ответ. Через окно они празднуют ее переезд и расставание. На этом день заканчивается. Пропустим ненужный монолог в книге о главной героине и как она поджидает Дарья опять. Так вот, она стоит на улочке, и Дарья предлагает ей доехать вместе с ним, потому что такси она заранее не заказала. Целенаправленно. На что она говорит внутри себя, разговаривая с своей шизофренией биполяркой, о том, что если он предложит вместе с ним доехать до университета, я откажусь. Но она соглашается, едет вместе с ним и разговаривает по душам. Зайдя в первый корпус, Катя видит своего бывшего. Они разговаривают, точнее, Быков пытается с ней поговорить, объяснить, говорит: я по тебе так скучала, знаешь. Но она не поддается, точнее,
почти не поддается, и в этот момент возникает Дарий, целует ее, и она убегает нафиг оттуда. В библиотеке, куда она убежала, она разговаривает с Антоном. Он пытается вправить ей мозги, но нашей героине не так просто вправить мозги. Поэтому уже дома Кате заявляет ее мама, которая тоже пытается, ну ладно, не вправить ей мозги, просто, обосрать, скажем так. Оскорбляет ее всеми доступными способами и обвиняет во всех бедах этого мира. Дарий, слыша это через стенку, вырубает песню «Валим» и что-то такое, после чего мама уходит. Катя благодарит Дарья за такую прелестную песню. Они пьют вместе вино, задают друг другу вопросы. Рома пишет Кате, и она в каком-то порыве сжигания мостов решает переспать с Дарием. Главная героиня снова рассказывает о том, как были ужасные ее отношения, и пытается писать книгу, основанную на них. Точнее, она уже ее писала, но так как они расстались, она не знает, как ее закончить. Дарья снова подвозит Катю в порыве стыда, вины. Она решает признаться во всем споре ему, на что Дарью абсолютно плевать. И он признается ей в своей симпатии. Дальше мы переключаемся к нашему осознанному мужчине и узнаем, что он ходит к психотерапевту, родственникам, которые отчитывают его за его тягу к экстриму, с жизнью в порыве необузданных эмоций. И даже Катя потом дальше говорит, что на каждом его фото виднеется вот это вот скрытый подтекст «Сегодня я не умер, но завтра попробую еще раз». В общем, его сестра сообщает, что он социопат, рассказывая нам, потому что он-то уже давно все знает, но отрицает этот факт. Даже не знаю почему. Антон тем временем снова пытается вправить мозги нашей очаровашки, на что ее системное обеспечение давно устарело, и она сбрасывается до заводских настроек каждый чертов раз. Но не доходит до нее. Что тут поделать можно? Катенька не верит в то, что кто-то может ее полюбить просто так. И на паре Дарий признается перед всей группой, что вообще-то она нравится ему, и он за ней ухлёстывает. Но Катенька отказывает нашему преподавателю. После выяснения отношений с Дарием Катя идет выяснять отношения с бывшим. Он просит дать ему еще один шанс, на что она соглашается. Но перед этим она заявляет, что вообще-то она переспала со своим преподавателем, и ей понравилось, на что Быков великодушно ее прощает. Офигеть просто можно. Он изменял ей раз 5 точно. А тут он великодушно прощает ее измену в тот момент, когда они не находились в отношениях. Потому что он ей опять изменил, она его бросила, ну или они как-то там расстались, в общем. Ну из-за измены. Но, тем не менее, я не хочу мериться вот этими вот хвостами, потому что измену в любом случае нельзя оправдать. Это ужасное действие, когда вы вообще в любом виде изменяете своему любимому человеку, даже если не любимому, но вы в отношениях с ним, лучше расстаньтесь. В чем проблема? Я не понимаю. В чем проблема расстаться с человеком, если вы его не любите и изменяете при этом ему? Это ужасный поступок, и только ничтожество на это способно. Окей? Уяснили? Продолжим. В итоге чего? Этот козел зовет Катю на какую-то там тусовку, на что она, естественно, соглашается, ведь делать ей нечего больше в этой жизни, кроме как тусоваться с бывшим, который ей столько всего плохого сделал. Я вообще не понимаю ее действий в этот момент, потому что это максимально тупое решение, и ради чего она вообще это делает. Хотя могла просто согласиться и не пойти туда, но она идет.
Она терпит отвратительное отношение к себе и видит в какой-то момент, что приехал Дарий. Она танцует с Ромой, они ругаются, и она уходит в туалет или в другой зал, что-то вроде того. И, в общем, в этом зале она встречает Дария, который наливает ей чаечек, кормит ее макаронами и приглашает на танец, в ходе которого они целуются. Катя убегает в туалет, где встречает Нелю и Таню, которые называют ее ш***ой. Уже на парковке она снова встречает Дарья, который угрожает ей и говорит: «Садись-ка ты уже в машину и поехали домой». На что Катя не соглашается, и он разбивает лобовое стекло какой-то абсолютно рандомной машине, и они сразу же уезжают. И знаете, что им за это было? Ничего! Почему? Разве не было вообще камер, которые их бы засекли, и их потом бы заставили ответить по закону за содеянное? Потому что разбивать лобовое стекло какой-то машине — это нехорошо. Я не понимаю вообще ничего. Это ужасная книга, понимаете? Не читайте ее ни за что. Дарий гонит как ненормальный. И, видя, как Катя паникует и психует, он успокаивается и отвозит ее в ресторан, где они снова разговаривают по душам и возвращаются домой пьяные в машине. Дарья их отвозит пьяный. На следующий день Карпова встречается с отцом, ругает его за то, что он был плохим отцом, но забирает деньги, которые он ей предлагает. После чего едет к бывшему, чтобы поставить опять точку в отношениях, понимаете, да? Но едет она туда, естественно, одна, чтобы забрать свои вещички, которые ей, оказывается, и нафиг не нужны, потому что она их выбрасывает потом в первую же попавшуюся мусорку. Книжки выбрасывать в мусорку, вы понимаете? И вот она приезжает к нему, собирает вещи и видит девушку, которая явно не мыла полы, и поэтому у нее красные колени. Они дерутся с Быковым, он ее душит, она хватает какую-то баночку, которая стояла на полке в ванной, и заряжает ему в висок несколько раз, чтобы он от нее отстал. В итоге чего угрожает ему, что расскажет все отцу, напишет заявление, и вроде как уходит живой. Она рыдает где-то на детской площадке, и затем едет домой, где, унюхав аромат картошечки, приходит к Дарью поесть. Он ее поет, умывает, заботится о ней, успокаивает, возбуждает, естественно. Они снова разговаривают по душам. И в конце концов они засыпают под сумерки. Вот это вот Белла Свон и Эдвард Каллен, конечно же. Как же без этого? На следующий день утром главная героиня убегает в свою квартиру, потому что Дарье ей не нравится. Конечно же, конечно. Вообще ничего у них с ним не получится. Она ему нравится только из-за того, что в жизни ему экстриме не хватает, ярких впечатлений. И проговорив это все со своим внутренним редактором, ака биполярка, ака шизофрения, она потом получает сообщение от Дарьи, что готовься, вечером мы будем готовить кушать и снова разговаривать по душам. Вечером Дарья делает комплимент Кате, раскрывает ей все свои секреты о детстве и юности. Они признаются друг другу в симпатии, после чего случается, естественно, секс, и они ужинают и снова разговаривают по душам. Следующий день Дарий разбирается с Быковым, угрожая ему и вырывая сережку из его уха. Потому что, он так-то дал обещание Кате, что сам к нему не подойдет, но Быков подошел первым, и поэтому Дарий ничего не нарушил. Я балдею просто, я не знаю. Катя с Антоном обсуждают личную жизнь друг друга, делятся своими переживаниями, и Антон знакомится с Дарием. Дарий отправляется на тренировку, а Катя со своим лучшим другом в клуб. Ну, точнее, не в клуб, а в караоке, чтобы избавиться от всех негативных эмоций.
И сейчас, чтобы вы понимали все отношения между нашими Дороховым и Карповой, у парня есть ключи от ее квартиры, они целуются, занимаются этим самым, ведут, в принципе, себя как пара, однако есть большое но. В караоке Карпова напивается в тряпку максимально, отпускает друга с его возлюбленной, перед этим говоря о том, что ее заберет Дарий, чтобы друг не переживал. И при нем же отправляет сообщение Дарью, которое, естественно, она надеется, что не доходит до него. И после того, как Антон уходит, она удаляет это сообщение. Она со своей новой подружкой танцует на столе, все так же в тряпку бухая. И все это видит Дарий, который приехал за ней на своем белом камре, как принц. Они ссорятся, после чего Карпова заявляет: «Да ты вообще мне никто, что тебе от меня нужно, уезжай обратно. Я тут вообще-то веселюсь». И, кстати говоря, перед этим всем она отчиталась о том, что поедет в караоке перед ним. Как бы вот большое но, да? Дарья это все выводит уже из себя, но немного подуспокоившись, он поет ей песню в этом караоке. Она вообще растроганная, чуть ли не плачет. Они сосутся и едут домой. После чего и главного, нашего парнишку ожидает новая порция психологического триллера, драмы, вот это вот всего. Они снова ругаются, после чего занимаются сексом. И еще, чтобы вы понимали, Дарий делает для Кати все. Он ей потакает, хоть и говорит, что он просто делает то, что хочет сам, но она говорит свои желания, и он их выполняет. Так что да, он делает для нее все. Он говорит о своей симпатии неоднократно. И при этом Катя все равно считает, что они друг другу никто. У меня просто нет слов, чтобы описать все мое негодование, потому что я уже ненавижу ее просто, ненавижу. И вот даже сложно поверить в то, что она моя ровесница. На следующий день наша одухотворенная промывает мозги снова своему преподавателю. Ну и они проводят выходные вместе. И после этих выходных уже Екатерина пишет своему отцу, поздравляет его с днем рождения. И они вроде как мирятся. Удивительно. В день рождения Катеньки Дарьей дарит ей печатную машинку. Она очень радуется этому. И пока Дарья находится в душе, приезжают ее родители. Мать снова начинает оскорблять свою доченьку и вообще находится в шоке, когда Дарья выходит из душа, и они объявляют, что они встречаются. Ей 20, ему под 30. Ну ладно, главное, что 18 обоим есть, правда? Ну и, в общем-то, в ходе этого разговора выясняется, что вообще Катю рожать-то и не хотели. Она незапланированный ребенок, нежеланный ребенок. И от аборта отговорил только отец. Потому что отец любил и маму Катеньки, и саму Катеньку. Они разговаривают с отцом об этом. После чего Катя и Дарья едут в клуб, чтобы забрать какую-то SD-карту, что-то вроде того. Наш осознанный устраивает квест, прям как из книжек, про шпионов, с перестрелками для нашей начитанной. Катя высоко оценивает этот квест, очень сильно испугавшись. После чего они едут отмечать в кафе куда-то или в ресторане, где уже ее ждут Антон, ее подружка лучшая и ее парень. У этой подружки Дарья знакомится с вот этими вот, с парочкой вот этой. Они проводят вечер празднуя. Ну и в этот вечер ей пишет бывший, и Катя его блокирует. Ну, в общем-то, везде. На следующий день после этого, находясь на парах, она от Нелли узнает о том, что Быков и Таня попали в аварию, в которой Рома погиб, а Таня находится в больнице. Ну и Катя находится в ошарашенном состоянии. Она едет домой, проводит недели своей грусти,
и вообще не хочет никак контактировать с Дарием. Поэтому в свободный вечерок она решает с ним расстаться, заявляет, что они друг другу не пара, и вообще я для тебя только экстрим, я для тебя только вот эти вот необузданные эмоции, и вообще я тебе не нужна, ты меня не любишь, ну и все такое. И она уходит к себе в квартиру, уже где собрала вещи, и вроде как это заканчивается на том, что вот прошло время, и он приходит к ней. Я узнал, сколько звезд на небе в этом Млечном Пути, заявляет ей, они целуются, ну и дальше вы сами понимаете, чем это кончается. Но на самом-то деле в реальной-то жизни он приходит к ней через несколько минут и говорит: ну-ка давай, собирайся и иди к психологу. Ну что, собственно, и происходит. И она пишет вот эту вот книжку о новой истории с Дарием. Ну и все заканчивается вроде как хорошо, но это на самом деле полный кринж. И, собственно, наконец-то это закончилось, слава богу, блин, потому что это максимально мерзкая книга. Меня от нее чуть ли не тошнит уже. Я просто ненавижу каждого из этих героев, хоть и Дарий, ну, вроде как вызывал какие-то положительные эмоции, но вот эти вот приступы отбитости, блин, вызывают во мне отвращение максимальное. Они вообще что-то слышали о законах? Нет. В общем-то, почему у меня сложилось такое впечатление о книге? С самого начала на главной героине мы узнаем о том, что вообще она с алкоголем давно на «ты», алкоголичка еще та, еще и курит, и вообще на законы ей тоже пофигу. То, что она встречалась с самым отбитым парнем университета, который и вот это вот делает, и вот это вот делает, и все на свете он делает. И у нее ничего из этого не возникало, никаких претензий, вопросов. Возникало претензий только то, что он ей изменяет, потому что, извините, однажды она застукала его в туалете, где, в кабинке, где с него уже спущены штаны, трусы, перед ним на коленях сидит девчонка, и он максимально раскумаренный просто стоит. Мне очень мерзко было на этой сцене. Просто мне хотелось удалить эту книжку нафиг, потому что я даже не стала ее покупать. Я просто читала ее электронно на одной платформе. Не буду говорить название, потому что к ней я тоже не испытываю особых положительных эмоций. С этим наркоманом она встречалась. Я рассказала это максимально кратко, потому что там 20 глав на все это дерьмо. 360 страниц где-то плюс-минус. И это того абсолютно не стоит. Главная героиня — дерьмо, бывший — дерьмо, настоящий, с вопросами, ладно. Затем лучший друг, хорошо, ладно. Самый адекватный персонаж, ёлки-палки. Хоть он и внешне очень похож на главную героиню, тоже рыжий, тоже кудрявый, как выражалась сама героиня. Двойняшки, потерянные в детстве, или близняшки, что там было-то, господи. Неуместные шутки, отбитые персонажи просто. Очень много построенного вокруг темы секса, тоже неуместного, просто отвратительно. В один момент просто... Вот я читаю, и там возникает вот эта вот история, Дарья целует Катю, и она такая: вообще-то у меня есть и вторая половина, и вторая пара губ. Чему это было? У автора какие-то проблемы, неудовлетворительные? Нет? Потому что это очень отвратительно, даже при том, что, книга 18+, если я не ошибаюсь, конечно. Хотя с таким-то напором должна быть 18+. Слава богу, это 18+ книга. Слава богу, блин. Тем не менее, это очень отвратительно. И если вы любите троп от ненависти до любви, пожалуйста, забудьте. Стоп. Мне неприятно. А дело вот в чем. Если вы читаете книги от ненависти до любви, пожалуйста, помните о том, что это все нереально. И в жизни будет гораздо хуже. Потому что, встречаясь с таким человеком, вы будете в постоянном стрессе.
вам будут запрещать все абсолютно: краситься, я не знаю, одевать то, что вам нравится, одевать что-то короткое, ходить там, куда угодно, я не знаю, встречаться с друзьями, даже если это девушки. Просто сделают из вас свою марионетку. У вас будут, домашнее насилие просто, психологическое, физическое, материальное, в любом плане вообще домашнее насилие будет. И непонятно, сколько оно продлится, потому что либо это закончится тем, что вы сможете, найдете в себе силы уйти безопасно, либо вас просто убьют, или даже если вы решите уже уйти, вы уже с ребенком просто, и это гораздо затруднительнее, но даже если ребенка еще нет, это все равно не дает высоких шансов на то, что все пройдет гладко, потому что такие люди, они не дружат с мозгами. Им плевать, будут они сидеть за решеткой или нет, потому что сейчас, в данный момент, их цель — это вы. Вы не должны уйти. Так что, пожалуйста, помните об этом. Я вас предупреждаю, чтобы вы не строили каких-то грандиозных впечатлений на то, что я смогу его исправить. Это вообще все нереально. Вот живой пример, ладно, не живой, но тем не менее. В книге рассказывается о том, что главная героиня приезжает к своему бывшему за вещами, и даже наличие девушки в квартире посторонней не мешает Быкову пытаться ее убить просто. И даже эта девушка никак не помогает главной героине. Только после того, как все это заканчивается, она что-то спрашивает у Кати, на что Катя говорит: «Беги отсюда, дура!» Хотя эта же дура сюда и приехала одна. Господи. Это мерзкая книга максимально. Просто пособие какое-то. Ладно, не пособие, просто книга для озабоченных. Книга с мерзостью просто. Я не представляю, как это можно было написать. Ладно, написать-то можно, потому что я понимаю, я писала фанфики. Хоть я фанфики и не такие писала, я люблю углубляться в сюжет. Я люблю, конечно, и вести любовную линию, но она у меня не так развита, как сюжет в основном. Потому что, да, это все вертится вокруг отношений, но тем не менее у меня есть какой-то толчок на развитие сюжета, хоть и не всегда логичный, но тем не менее я не углублялась вот в это вот НЦ, сколько там было, 17, НЦ-21, вот это вот все, потому что я люблю романтику, понимаете? И хоть у меня э, есть такое приятное чувство, когда я читаю «От ненависти до любви», потому что я и покупала Холли Блэк, цикл книг, трилогию о воздушном народе, «Жестокий принц», вот это вот все. И мне понравилось. Но когда это еще было, конечно. Но тем не менее, я люблю эту трилогию. И вот тут вот фэнтези, черт возьми. Главная героиня просто, я ей руки целовала. Сильная, независимая девушка. Вот такие вот книги я люблю. А вот это вот я терпеть не могу. Что же еще сказать? Ну так вот, девушка ей в этой потасовке не помогла. И если бы вот эта вот баночка, которая случайно не стояла в ванной, это все бы закончилось гораздо хуже. Скорая бы вряд ли успела, потому что у это дело такое. Дарий, главной героине, казался скучным, потому что он соблюдал правила ПДД. Ой, господи. Правила дорожного движения. ПДД — это же, в принципе, правила дорожного движения. Извините меня, пожалуйста, такая необразованная. И, в принципе, вел себя спокойно, адекватно в большинстве случаев. И вообще проработанный такой, потому что он ходил и к психотерапевту, и к психологу, и к кому он только не ходил. В общем, человек, совладающий с собой. И это, правда, очень классно. Но вот этот вот случай на парковке меня очень неприятно удивил. И, как сама Катя говорила, привлекла ее в нем только его задница.
Я просто не могу. И да, автор пытался влезть в эти вот проблемы с родителями, что вот нежеланный ребенок, мать вообще не любит, отец, ну, отцу все равно, но как же это плохо раскрыто, ё-моё. У меня очень плохие эмоции по этой книге. Я её абсолютно не рекомендую в любом возрасте, потому что это ничему хорошему вас не научит. Хороших эмоций каких-то это вам не даст. Может, я, конечно, просто так серьезно отношусь к книгам, но тем не менее, это очень мерзкая книга для озабоченных просто. Даже в пубертат такое я бы читать не стала. Я не понимаю. И вообще, какие претензии Нелли и Тани к главной героине? А, Нелли, получается, нравился Быков, но Быков полюбил нашу главную героиню, и они за это озлобились на Катю. А Тане нравился как раз-таки Дорохов. И как бы второго же мужика тоже увела Катя. И вообще, я бы не назвала это любовью между Ромой и Катей, потому что это опять-таки созависимость просто. Им обоим было удобно, Роме особенно, потому что Катя слушала весь бред его, все его похождения прощала, все его противозаконное действие тоже прощала. Я не могу еще каких-то комментариев дать по этой ситуации, потому что это просто созависимость. Какой-то любовью это не назвать. Да, может, первая любовь, вот это вот все чувство. Похоже, конечно. Но нет, не могу сказать, что похоже. Это больная какая-то любовь, даже если это можно назвать любовью. Просто больная. Никаких плюсов в ней нет. Если вы хотите прочесть эту книгу, пожалуйста, не делайте этого. Я вам все пересказала, высказала свое мнение об этом. Хоть оно и субъективное. Пожалуйста. Если вы хотите, как сказать-то, если вы хотите каких-то сильных негативных эмоций, ну или покринжевать, то, конечно, не читайте эту книгу. Нет. Гена-на. Если вы хотите, читайте. Но я вам свое мнение высказала, и оно крайне резко негативное. В общем-то, да. Я не могу больше ничего сказать по этому поводу, потому что эта книга серьезно вызвала только негативные эмоции, и в ней разбирать-то особо нечего, только вот отношения Ромы и Кати и Дарья, потому что даже отношения с родителями особо обсуждать не о чем. Да, мама главной героини хотела сделать аборт, отец не дал. И поэтому мать отыгрывалась на дочери, что ты вообще потратила лучшие мои годы и все такое. Ну, я не могу сказать что-то по этому поводу. Да, это ужасная ситуация, но во взрослом таком возрасте лучше оградиться от таких родителей. Вот с отцом, который постоянно работал, поэтому у него не было времени на дочь, и вообще он ей особо не интересовался, но тем не менее делал для нее, старался делать многое, дать образование, дать вот это вот все, ну хотя это типичное обязательство родителей, скажем так, но тем не менее она решила наладить с ним связь, и я это только приветствую. Если каких-то негативных действий в сторону свою она не увидит, то это вообще шикарно. Поэтому обсуждать отношения родителей и дочери я не вижу смысла. Отношения Дарья и Кати. Что тут обсуждать? Дарья как взрослый мужчина, осознанный, влюбился в студентку. Ну, попахивает, конечно, чем-то таким. Но взрослые люди оба. Ну, одна с прибупахом, истеричка, выносит мозги постоянно. Походит к психологу, проработается, может повзрослеет немножко. Если ему в кайф, ладно. Если ей в кайф, тоже ладно. Взрослые люди, мало ли что их ждет дальше. Надеюсь, второй части не будет, господи. Но не должно же быть. Такие истории заканчиваются, как заканчиваются. Это нереальная жизнь. И в реальной жизни я бы с таким человеком, ну, нет. С таким человеком, как Катя, я бы никогда не связывалась. А вот с Дарьем
Возможно, потому что, ну, вроде адекватный мужчина. Вот, конечно, вот то, что он социопат, немножко напрягает, да. А в целом, ну, я его как человека не знаю, я знаю его только по словам Екатерины. В общем, нет, я бы ни с кем не связывалась вообще. Антон хорош. Антон самый адекватный персонаж. Но нет, ни с кем вообще. Не надо, стоп. Так вот, вроде все обсудили, так что до новых встреч. Ждите скоро с одной из таких вот книжек сделаем обзор. А пока можете подписываться на мой телеграм-канал. Ссылочка будет где-нибудь, да будет. Надеюсь, в описании. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, высказывайте свое мнение, пишите понравившиеся вам книги такого жанра, а может и не понравившиеся. Будет интересно почитать. До новых встреч. На связи была Селеста.